Здравствуйте, дорогие подписчики и гости моего канала. Сегодня у нас итоговый выпуск, в котором мы поговорим о лучших фильмах 2018 года. Честно говоря, я не понимаю, как у других блогеров получилось остановиться на топ-10. Я же меньше чем топ-30 составить не смог, уж больно много годноты вышло в 2018 году. Также напомню, чтобы достичь максимальной объективности, топ составлен на основе рейтингов людей со всего мира. Ну и перед тем как начать, не забудьте подписаться на канал. Жмите колокольчик, чтобы не пропустить новые видосики. Погнали! Открывает наш топ-картина от Marvel «Человек-муравей и оса». После событий гражданки Скотт находится под домашним арестом. Он хочет быть ближе к дочери, поэтому решает притормозить супергеройской деятельностью. Однако Хэнк Пим обращается за помощью к нашему герою. Не в силах отказать, Лэнг присоединяется к новой опасной миссии. Ну а помогать ему будет новая напарница Оса. Один из лучших боевиков 2018 года, «Убийца 2 против всех». Мексиканские наркокартели начинают переправлять в США террористов, что вынуждает американское правительство пойти на кардинальные меры. Федеральный агент Мэтт Грейвер обращается за помощью к мексиканцу Алехандро Гиллике. Вместе они собираются спровоцировать войну между картелями и для этого похищают дочь одного из их лидеров. Далее научно-фантастический боевик, спин-офф и приквел трансформеров, фильм «Бамблби». 1987 год. Скрываясь от преследования, Би находит убежище на автомобильной свалке в калифорнийском городке, где живет Чарли. Девушке вот-вот исполнится 18, и именно она находит изрядно потрепанный Volkswagen Жук, который, к ее удивлению, оказывается нечто большим, чем просто машина. Весьма неоднозначная лента посетила наш топ, дом, который построил Джек. История рассказывает о Джеке, высокоинтеллектуальном серийном убийце, который в течение 12 лет совершил более 60 убийств. Фильм разделен на 5 инцидентов, промежутки между которыми Джек ведет закадровый диалог с неким Верджем на тему философии, тем самым помогая лучше понять мировоззрение главного героя. В данном топе мы поговорим о 3 картинах в жанре вестерн, и первая из них «Братья Систерс». 1851 год. Братья Чарли и Элли Систерс выросли в жестоком мире и только умеют что убивать. Работая наемниками, они получают задание поймать некого химика по имени Герман, который разработал формулу вещества, что помогает находить золото в реках. Это задание окажется очень сложным и даже судьбоносным. Встречайте обладатель 4 премий «Оскар», в том числе за лучший фильм «Форма воды». 1963 год. Немая девушка Элиза работает уборщицей в научной лаборатории, куда однажды доставляют отловленного человека-амфибию. Женщине удается подружиться с чудовищем, ведь он видит ее такой, какая она есть. Со временем главная героиня влюбляется в мутанта и решает помочь ему сбежать. Отличный актерский состав, сюжет и постановка в лучших традициях Тарантино. Ничего хорошего в отеле Эль Рояль. 60-е годы. Некогда популярный отель Эль Рояль, который расположен на границе 2 штатов, принимает 7 гостей. Они совсем не похожи друг на друга, однако кое-что общее у них все-таки есть. Каждый из героев хранит какую-то тайну, и сегодня у них у всех появится шанс на искупление. Вторым вестерном в нашем топе является картина «Недруги». В центре сюжета находится прошедший через множество кровавых сражений капитан Блокер. В какой-то момент он возненавидел индейцев всем сердцем. Однако волею случая главный герой получает задание сопроводить умирающего вождя по кличке Желтый Ястреб и его семью на их родину в Монтану. И это испытание станет самым сложным в его жизни. Далее встречайте обладательница 2 золотых глобусов, картина «Леди Бёрд». 17-летняя Кристина Макферсон учится в католической школе в Сакраменто. Она ищет себя, свое место в мире. Ее волосы выкрашены в странный красно-розовый цвет, а имя Леди Бёрд она дала себе сама и именно так просит ее называть. Главная мечта девушки – вырваться из этого провинциального захолустья и поехать учиться в Нью-Йорк. Замыкает 3-й десяток нашего рейтинга фильм «Мотылек». Это реальная история взломщика сейфов Анри Шарьера по прозвищу Мотылек, который получил пожизненный срок в печально известной колонии на острове Дьявола за убийство, которого он не совершал. Там Анри объединяется с фальшивомонетчиком Луи, который в обмен на защиту соглашается финансировать побег мотылька.
Второй десяток открывает итальянская кинолента «Место встречи». Фильм рассказывает о 9 незнакомцах, которые обращаются к одному и тому же загадочному человеку, считая, что он способен претворить их желания в жизнь. За это каждый герой должен выполнить свое задание, и чем сложнее задание, тем изощреннее ответное поручение. Насколько далеко они зайдут в стремлении воплотить свои мечты. Самый кассовый фильм вселенной DC «Аквамен» рассказывает историю Артура Карри, сына работника маяка и женщины по имени Атлана. Еще с малых лет Артур открыл в себе способность дышать под водой и разговаривать с рыбами. Оказывается, Атлана в прошлом была королевой Атлантиды, а Артуру суждено стать правителем 7 морей. Научившись управлять своими способностями, Артур становится героем по имени Аквамен. Просмотр ленты, о которой мы поговорим дальше, строго запрещен лицам, повернутым на патриотизме и теориях заговора. «Человек на Луне» – это история о самой опасной миссии в истории человечества – высадке человека на Луну. Главным героем, конечно же, является легендарный американский астронавт Нил Армстронг. Ему пришлось многим пожертвовать ради того маленького шага, который стал огромным скачком для всего человечества. Последним из 3 вестернов, о которых я хотел рассказать, является баллада Бастера Скраггса. Фильм показан как киноальманах из 6 глав. Первая рассказывает о метком певце, вторая о неудачливом грабителе банков, третья мрачная история о 2 странствующих артистах, четвертая повествует о старателе, добывающем золото, пятая лирическая и 6-я философская притча о пестрой компании незнакомцев. 2 Оскара, в том числе за лучшую актерскую игру. Встречайте темные времена. Нацисты продвигаются все дальше. Армия союзников оказывается загнана в угол на пляжах Дюнкерка. Судьба Западной Европы под угрозой. Недавно назначенному премьер-министру Великобритании Уинстону Черчиллю предстоит сделать нелегкий выбор – вступить в переговоры с Гитлером или же попытаться сплотить нацию и дать отпор захватчикам. Очень добрая, поучительная история о семейных ценностях в лучших традициях Диснея. Кристофер Робин. Сюжет повествует о маленьком мальчике, пережившем множество приключений с компанией приятелей животных. Однако теперь он вырос и перестал верить в сказки. Винни-Пуху и его друзьям предстоит вновь появиться в жизни Кристофера и помочь ему вспомнить того веселого мальчишку, который все еще живет внутри него. Далее биографическая драма «Тоня против всех». Фильм рассказывает правдивую историю об американской фигуристке Тоне Хардинг. На ее счету немало побед и самых престижных наград, но в большей степени ее запомнили все же с негативной стороны. Хардинг была причастна к нападению на свою коллегу и главную конкурентку Нэнси Керриган, из-за которой Тоня могла не попасть в олимпийскую сборную. Один из лучших фильмов 2018 года в жанре фантастика. Первому игроку приготовиться. 2045 год. Мир находится на грани коллапса. Люди ищут спасение в игре Оазис, огромной вселенной виртуальной реальности. Ее создатель завещал все свое колоссальное состояние игроку, который первым обнаружит цифровое пасхальное яйцо. Таким образом, запущенный им квест охватывает весь мир. 6-й фильм культовой франшизы и, пожалуй, лучший боевик 2018 года «Миссия невыполнима. Последствия». Действие разворачивается вокруг преобразовавшейся террористической организации, которую когда-то ликвидировал Итан Хант. Мир снова нуждается в помощи отряда «Миссия невыполнима», а значит, Ханту и его команде предстоит вновь столкнуться со старыми врагами и остановить их. Ну и закрывает вторую десятку нашего топа большая игра. Молли Блум талантливая лыжница, однако ей так и не удалось достичь успеха в спорте. Подрабатывая ассистенткой в подпольном казино, она решает открыть свое собственное. Слух о ее заведении быстро распространяется. Ее игроками становятся звезды кино, спорта, влиятельные бизнесмены, и эти игры, естественно, не остаются без внимания ФБР. Ну что ж, впереди десятка лучших, и начнем с киноленты под названием «Поиск». 16-летняя дочь Дэвида Кима пропадает без вести. На поиски выделяют детектива, но спустя 37 часов тот не находит ни единой зацепки. Тогда Дэвид решает заглянуть в ноутбук дочери. Через устройства, программы и сайты Дэвиду необходимо найти след своей дочери, прежде чем она исчезнет навсегда.
И еще одна отличная картина с Джессикой Честейн в главной роли – «Опасная игра Слоун». Элизабет Слоун – самый востребованный и рисковый лоббист политического бизнеса США. Ловко ведя психологические игры, она сражает оппонентов своей непредсказуемостью и никогда не проигрывает. Но когда она берется за самое сложное в своей карьере дело, она понимает, что цена победы может быть слишком высока. Одним из самых нашумевших фильмов 2018 года стала лента под названием «Апгрейд». Недалекое будущее, технологии контролируют практически все аспекты жизни человека. Когда технофоб Грей в результате нападения бандитов теряет жену, а сам оказывается парализованным, в своем стремлении отомстить, он соглашается установить в свой организм экспериментальный компьютерный чип под названием STEM. Единственный и неповторимый болтливый наемник не мог пройти мимо нашего рейтинга – Дэдпул 2. После расправы над своим врагом из первой части, Дэдпул решает заняться истреблением плохишей по всему миру, что приводит к трагическим последствиям для Уэйда. Однако лить слезы некогда, ведь с убийственной миссией прибыл суперсолдат из будущего, а значит, пора собирать команду и снова браться за дело. Красивый, яркий, энергичный, лучший мюзикл 2018 года «Величайший шоумен». Это история о Тейлоре Барнуме. После череды неудач он остался без работы, и дальнейшие перспективы были весьма туманны. Однако, желая для своей жены и детей лучшей жизни, Барнум решается на рискованный шаг. Он создает бродячий цирк. Невероятно успешное шоу Барнума знаменует собой зарождение мирового шоу-бизнеса. Самый вежливый медведь в мире занимает 5-е место нашего топа – «Приключения Паддингтона 2». Однажды в антикварном магазине Паддингтон находит старинную книгу. Он хочет подарить ее своей тете Люси, но чтобы ее купить, нужны немалые деньги. Пока Паддингтон усердно работает, книгу похищают. Заручившись поддержкой друзей, Паддингтон намерен найти книгу и вывести грабителя на чистую воду. В шаге от пьедестала лидеров остановилась музыкальная лента «Звезда родилась». Опытный музыкант Джексон Мэйн однажды знакомится с неизвестной певицей Элли, у которой явно есть талант, но популярность к ней так и не пришла. Джексон влюбляется в нее и решает помочь достичь успеха. Но чем стремительнее набирает обороты ее музыкальная карьера, тем сложнее ему мириться со своей увядающей славой. Ну что ж, 3-е место и почетная бронза рейтинга лучших достается картине «Три билборда на границе Эббинга, Миссури». Прошло уже несколько месяцев с момента убийства дочери Милдред Хейс, а преступники все еще разгуливают на свободе. Убитая горем мать арендует 3 больших билборда, расположенных на въезде в город, и размещает на них дерзкое послание в адрес почетного начальника местной полиции. Как бы не хотели миллионы фанатов Марвел видеть именно «Войну бесконечности» лидером топа, но ее место 2-е. Сюжет картины повествует о межгалактическом тиране Таносе, который преследует цель собрать все 6 камней бесконечности, с помощью которых можно менять реальность по своему желанию. Смогут ли Мстители защитить Землю от угрозы, которая назревала уже давно? 1-е место, а значит звание лучшего фильма 2018 года получает «Богемская рапсодия». В центре сюжета находится история становления культовой рок-группы Queen и ее легендарного вокалиста Фредди Меркьюри. Вскоре это имя узнал весь мир. Его необычный талант вкупе с харизмой и желанием ломать привычные стереотипы сделали Queen одним из самых популярных музыкальных коллективов в истории. Ну что ж, надеюсь, вам понравился ролик. Подписывайтесь, ставьте лайки, делитесь интересными мыслями в комментариях. Мир вам и всего доброго!